Всем привет и добро пожаловать в обновление War Thunder 1.79 Проект X. Новые танки, самолеты и локации. Старт закрытого бета-тестирования флота. Выход игры на новой платформе. Глобальная переработка звуков воздушных боев и море других новостей. Проект X объявляется открытым. Добро пожаловать! Итак, War Thunder скоро выходит на платформе Xbox One. Именно с обновления 1.79 фанаты этой популярной игровой консоли начнут свой путь к победе на земле, в воздухе и на воде. Мы объявим официальную дату выхода игры на Xbox One в самое ближайшее время, так что следите за нашими новостями. Мы назвали наше обновление Проект X не только из-за выхода на Xbox One. Среди новинок техники тоже нашлось немало иксов. На 5-м ранге появляются американские премиумные XM1 Chrysler и XM1 General Motors, опытные прототипы танка М1 Abrams. Это очень подвижные машины с мощным 105 мм орудием, таким же, как на Абрамсе. Авиационный X — это немецкая телеуправляемая бронебойная бомба Fritz X, принципиально новый тип вооружения в War Thunder. Еще один X — экспериментальный танк XM803, созданный по наработкам совместного германо-американского проекта основного боевого танка. Разнесенная броня, динамика гоночного болида и управляемые ракеты с запуском прямо из пушки. AMX-40 — новый топ французов. Это дальнейшее развитие танка в серии AMX-30. Это быстрый танк с комбинированной броней, двухплоскостным стабилизатором и гладкоствольной 120 мм пушкой. Кстати, и про топы. В обновлении 1.79 множество новинок высоких рангов и для танков, и для авиации. Леопард 2А4, самый совершенный леопард в игре с улучшенной защитой, становится на вершину дерева исследования Германии. Долгожданный топ японской наземки — основной боевой танк тип 90. Японцы взяли лучшее от современных западных танков и добавили собственные наработки в создании бронемашин. Комбинированная защита, высокая скорость, пушка от леопарда, вышибные панели для повышения живучести и регулируемая подвеска. Тип 90 однозначно один из лучших танков в игре. Советский Т-62М1 — результат глубокой модернизации устаревших танков Т-62. Танк получил дополнительное бронирование корпуса и башни, самые современные снаряды и управляемые ракеты. Теперь старичок запросто может тягаться с самыми мощными танками в игре. Британские танкисты дождались топовой зенитки Chieftain Marksman с двумя пушками калибра 35 мм и скорострельностью 550 выстрелов в минуту. А еще у Британии появляется Centurion Avre — инженерная машина на базе танка с гаубицей, предназначенной для сноса зданий и укреплений. Такой снаряд не пройдет для врагов незамеченным. 16 килограммов взрывчатки в каждом выстреле. Топовые самолеты обновления 1.79 — это советский Ил-28Ш с ракетными и пушечными подвесами и реактивный FJ-4B, самый совершенный палубный истребитель-штурмовик в американской линейке, с большим выбором современных бомб и неуправляемых ракет. А вот еще новинки боевой авиации — двухфюзеляжный Мессершмитт 109C, премиумный истребитель с отличной скоростью и вооружением, жемчужина коллекции мессеров в нашей игре. Самолет, созданный игроком по программе участия в прибыли, ER-81C, классический истребитель периода Второй мировой войны, первый самолет румынского производства в игре. Скорость средняя, зато хорошая маневренность, пара немецких скорострельных пушек, 2 пулемета, бомбы и ракеты. Мы обновили модельный ряд американских истребителей П-40 и немецких тяжелых истребителей БФ-110. Линейки этих культовых военных машин получают совершенно новые модели, а также новые модификации,
П-40F с двигателем Merlin и пару БФ-110 версий F и G с усиленным вооружением и подвесами. Час X настал и для моряков. Вскоре после выхода обновления 1.79 мы запускаем закрытый бета-тест флота War Thunder. Тестирование начнется с 2 игровых наций – Германии и США. С самого начала теста у игроков будет доступ ко всем кораблям из линеек исследования этих наций. Изучайте новые и новые боевые корабли, от катеров до легких крейсеров. Следите за нашими новостями, чтобы узнать все подробности первыми. В обновлении 1.79 Проект X еще немало интересного. Мы представляем 2 новые локации. Карта «Италия» создана для наземных и смешанных боев. Командам предстоит сразиться за контроль над точками в окрестностях древнего города с античной архитектурой. Ладога – авиационная карта, созданная по мотивам зимней дороги жизни через Ладожское озеро. Мы продолжаем начатую в прошлом обновлении глобальную переработку звуков в игре. Специально для летчиков мы подготовили обширное обновление звуков воздушного боя. Мы переработали звуки всех авиационных пушек и пулеметов. Полностью изменили звуковую картину боя в зависимости от положения игрока в самолете. Теперь для вида из кабины, из турели или от третьего лица воздушные бои будут восприниматься совершенно по-новому. Таким War Thunder вы еще не слышали. Мы также добавили модификации дополнительной защиты для нескольких танков в игре. Советский Т-64Б можно будет улучшить до версии Т-64БВ, изучив комплекс динамической защиты «Контакт». Британский Conqueror Mark II получит дополнительную разнесенную броню, а все владельцы премиумного Магах-3 получат динамическую защиту Blazer совершенно бесплатно. Еще одна фишка проекта X – возможность просмотра в ангаре вероятности пробития любой детали любого танка любым из существующих в игре снарядов. Выбирайте танк, из которого будете стрелять, дистанцию выстрела, один из доступных видов снарядов и прямо в ангаре изучайте слабые места своего противника. Вы увидите не только вероятность пробития, но и список модулей, которые ваш снаряд поразит внутри вражеского танка. Дорогие друзья, прямо под этим роликом вы найдете ссылку на полный список изменений нашего большого обновления 1.79 Проект X. Их действительно очень много. Заходите в игру, чтобы опробовать новинки в бою, следите за нами в социальных сетях и на YouTube. Проект X стартовал! Добро пожаловать!